Глубокой зимней порой, когда небо над тайгой еще только начинало сереть, а мороз скрипел под ногами, Итан вышел из своей бревенчатой хижины, затерянной среди заснеженных холмов, чтобы проверить окрестности после ночного снегопада. Воздух был колючим, дыхание превращалось в белые облака, а лес стоял непривычно тихий, словно затаившийся. Он прошел всего несколько десятков шагов, когда внезапно замер на месте. Где-то в глубине леса раздался протяжный, отчаянный вой, пронзивший утреннюю тишину. Звук был полон боли и усталости. Итан медленно снял с плеча рюкзак, поставил его в снег и, стараясь ступать как можно тише, направился в сторону звука, раздвигая обледеневшие ветви кустов и всматриваясь в подлесок. Вскоре он вышел на небольшую заснеженную поляну, и там увидел ее. Огромная волчица лежала на боку, ее мощное тело было наполовину занесено снегом, а задняя лапа была зажата в тяжелом металлическом капкане. Она дергалась, пытаясь освободиться, затем снова замирала, будто силы окончательно покидали ее. В какой-то момент она перестала сопротивляться и просто легла, тяжело дыша. Волчица выглядела изможденной. Ее шерсть была спутана и покрыта инеем, а взгляд — пустым и потухшим, словно она уже смирилась с неизбежным концом. Итан почувствовал, как внутри все сжалось. Он знал, что должен помочь, но чем ближе он подходил, тем отчетливее ощущал страх. Когда он сделал еще один шаг, волчица приподняла голову, зарычала. Ее шерсть встала дыбом, зубы обнажились, но этот рык был больше криком отчаяния, чем настоящей угрозой. Итан остановился, понимая, что одно неверное движение может стоить ему жизни. Отступая на шаг, он вдруг заметил то, что сначала ускользнуло от взгляда. Это была самка. Ее соски были набухшими и полными молока. Осознание ударило мгновенно. Где-то неподалеку, в холоде и темноте, должны были находиться волчата, беспомощные и голодные. Без матери они не прожили бы долго, особенно в такую суровую зиму. Время неумолимо уходило. Волчица теряла кровь, снег под ее лапой был темным и смерзшимся, дыхание становилось все слабее. Оставить ее означало обречь на смерть не только ее, но и детенышей. Итан слишком многое пережил в своей жизни, чтобы просто развернуться и уйти. Он давно стал человеком, который не отступает, даже когда страшно. Он понимал, что каждая потерянная секунда может стать последней. Собрав всю решимость, он медленно приблизился и осторожно коснулся ее лапы. Реакции не последовало. Волчица была на грани потери сознания. Это был его единственный шанс. Одной рукой он аккуратно удержал ее голову, стараясь не смотреть в глаза, другой попытался нажать на рычаг капкана. Металл не поддался. Механизм заело, он был погнут, вероятно, когда волчица в панике пыталась вырваться. Холод обжигал пальцы, времени на раздумья не было. Итан схватил тяжелый камень и стал со всей силы бить по застрявшему механизму, снова и снова, пока тот, наконец, не щелкнул и не раскрылся. Освободив лапу, он на мгновение замер, а затем, собрав остатки сил, закинул обмякшее тело волчицы себе на плечо. Снег был глубоким, путь к хижине скользким и тяжелым. Казалось, расстояние растянулось бесконечно. Он падал, поднимался, снова шел вперед, и этот путь, который обычно занял бы несколько минут, растянулся почти на час. Добравшись до хижины, он уложил волчицу у печи. Ее тело было ледяным, признаки сильного переохлаждения были очевидны. Постепенно тепло начало возвращаться, и Итан смог внимательно осмотреть раны. Он очистил их, остановил кровотечение и обработал всем, что было в его аптечке. Его прошлый опыт и медицинская подготовка подсказывали, что делать. Лапа была серьезно повреждена, но
кость, к счастью, не была сломана. Еще немного промедления, и она бы потеряла ее навсегда. Теперь оставалось только ждать. Через некоторое время волчица начала подавать слабые признаки жизни, а когда она впервые снова зарычала, Итан понял, что она выкарабкается. Она нуждалась в уходе, но не терпела его близости, и потому он вынес ее на крытое крыльцо, где было безопасно и относительно тепло. Убедившись, что она стабилизировалась, Итан отправился на поиски волчат. Он знал, что логово не может быть далеко. Волчица не ушла бы слишком далеко от детенышей, даже будучи раненой. Зимний лес был суров, но его опыт выживания помогал замечать следы, примятый снег, едва уловимые знаки. После долгих поисков он заметил небольшое отверстие в сугробе у корней поваленного дерева. Сердце забилось быстрее. Это могло быть логово. Проблема заключалась в том, что волчата не покинут его без зова матери. Он пытался звать, подражая вою, снова и снова, но в ответ была лишь тишина. Он уже начал сомневаться, когда из темноты показался первый маленький волчонок. Он жалобно скулил от голода и холода. Видимо, отчаяние заставило его рискнуть. За ним вскоре вышли и остальные. Понимая, что не сможет нести всех сразу, Итан аккуратно уложил их в прочную сумку. Но он не мог уйти, не убедившись, что внутри никого не осталось. Мысль о том, что хотя бы один детеныш может погибнуть, была недопустима. Он осторожно заполз внутрь логова. К счастью, оно оказалось неглубоким, и больше волчат там не было. С чистой совестью он вернулся к хижине. Когда он приблизился, волчица услышала тонкое поскуливание и тихо заскулила в ответ. Итан по одному выложил волчат рядом с ней, задержав дыхание, опасаясь, что его запах оттолкнет ее. Мгновение тянулось бесконечно. Затем волчица узнала своих детенышей, начала лизать их и вскоре легла, позволяя им кормиться. В последующие дни Итан приносил ей мясо и воду, бросая еду на расстоянии. Она не доверяла ему, но принимала помощь, потому что выбора не было. Он каждый день уходил за дровами и добычей, оставляя дверь хижины приоткрытой, чтобы волчата могли заходить погреться. Со временем он начал замечать, как волчата крепнут, становятся смелее, как они играют на снегу у крыльца, путаются в его следах, смешно падают и снова поднимаются, а волчица всегда наблюдает за ними, оставаясь настороженной, но уже не такой враждебной. Однажды, возвращаясь с охоты, Итан почувствовал странную тишину и тревогу. Подойдя к дому, он увидел то, к чему был совершенно не готов. Его двор был заполнен волками. Между деревьями стояла целая стая, крупные тени на фоне снега, глаза, поблескивающие в сумерках. Взрослые волки были напряжены, они рычали, их шерсть стояла дыбом, и каждый их шаг был выверен. Итан замер, ощущая, как страх холодной волной поднимается от ног к груди. Волчата радостно подбежали к нему, крутясь под ногами, не понимая опасности, но взрослые звери явно были готовы защищать своих сородичей. В этот момент волчица, которой он помог, сделала шаг вперед и громко залаяла. Этот звук прозвучал как приказ. Стая мгновенно замерла, затем напряжение спало, рычание стихло, и волки отступили, признавая ее решение. Итан понял, что она дала ему защиту. Он медленно отступил к хижине и закрыл за собой дверь, не желая испытывать терпение стаи. После этого дня волчица шла на поправку гораздо быстрее. Она уже уверенно вставала, выходила со щенками в лес неподалеку, а затем возвращалась. Но однажды, морозным утром, все изменилось. Итан вышел из дома и увидел, как волчица стоит среди снега, окруженная волчатами. Она посмотрела на него долгим, внимательным взглядом, в котором не было ни страха, ни агрессии, лишь спокойная настороженность дикого зверя.
Затем она тихо позвала детенышей, и они один за другим направились вглубь леса. Волчица остановилась лишь на мгновение, словно запоминая это место, а потом растворилась среди заснеженных деревьев вместе со своей семьей. Лес снова стал пустым и тихим. Итан еще долго стоял на крыльце, слушая, как где-то вдали скрипит мороз и потрескивают ветки. Он больше никогда не видел ни волчицу, ни стаю, ни подросших волчат. Но каждый раз, выходя зимним утром к лесу, он знал, что где-то там, в бескрайней холодной тайге, живут волчица и 4 волчонка, которым он однажды дал шанс выжить, и этого было достаточно, чтобы чувствовать глубокое, спокойное удовлетворение. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.